Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я, правда, видео снимать начинаю сегодня вечером и начну со своих покупок. Я ходила сегодня в магазин «Пятерочка», «Верный» и супермаркет «Билла». Вообще, как говорят у нас, супермаркет «Билла» закрывают все и открывают ленту. Ну, по крайней мере, недалеко от нашего дома уже магазин закрыли и повесили вывеску ленты, а другие будут, как я поняла, закрываться постепенно. Ну, я хожу не рядом с домом в магазин, а подальше. Мне там, ну, как-то мне там приятнее находиться. Но я вообще не фанатка этого магазина, но иногда там бывают выгодные акции. Сегодня я пошла туда, потому что увидела, что мои отруби, которые я регулярно покупаю, ого, которые называются хрустящие отруби ржаные, 200 грамм, продаются по 29 рублей. Потому что обычно, ну, везде по-разному. Где-то там 30 чем-то, до 39 рублей, как правило, ценник доходит. А здесь 29 рублей, там, 90 копеек. Ну, пусть 30. В любом случае, от 4 до 9 рублей, а то и до 10 я точно сэкономила. Естественно, я взяла не одну пачку. Я приобрела сразу 4 упаковки. Потому что для меня это как бы продукт, который я использую, ем как бы постоянно. И, соответственно, он мне нужен. Возможно, даже я подумаю над тем, чтобы завтра, может быть, я не уверена, но, возможно, приобрету еще. Потому что, ну, очень выгодная цена, и хотелось бы хоть на пару месяцев запастись. Ну и, соответственно, стала смотреть, какие акции еще. Обнаружила, что на бумажные однослойные полотенца «Клевер» ценник 9 рублей с копейками, ну, около, в общем, 10, да. Я не могу сказать, что для меня это прям, я их постоянно использую, потому что знаю, девочки покупают и подороже полотенца и пользуются постоянно. Я, честно, не очень их как бы использую. Руки я вытираю просто об полотенце. В конце концов, они прекрасно отстирываются, а раз в месяц я их кипячу и как бы не парюсь по этому поводу. Ну, я уже объясняла, что я не люблю из-за тряпок машину гонять на 95 градусах, потому что это длительная программа, и меня это вымораживает. Я предпочитаю короткие программы. Поэтому как бы стираю, а раз в месяц там могу полчаса-час прокипятить и уже прополоскать. Тогда они вообще идеальны. Но за такую цену я взяла. В хозяйстве все равно пригодится. Также я увидела губки Билла. Кухонные, крупнопористые, 3 штуки. Но меня просто изначально привлек их внешний вид. Вот такой яркий, красивый, они достаточно большие. Хотя на самом деле я могу и маленькими губками мыть. И предпочтение отдаю всегда губкам в больших наборах, чтобы было побольше и подешевле. Потому что я не мелочусь и губки меняю, ну, минимум раз в неделю. Поэтому вот. Но мне они очень понравились. Они, не знаю, классные. Хочется иногда что-нибудь, знаете, разнообразное. Помню, я брала в фикс-прайсе такие телесного, можно сказать, цвета. Они там типа антибактериальные, но я не знаю, не проверяла и проверить не могу. Но мне приятно чем-то таким вот интересным пользоваться. Как-то я брала тоже, кажется, или фикс-прайс, или в Ашан губки, такие там большой набор, но там был цвет хаки, еще что-то, тоже необычно. Ну и вот эти хорошие, может быть, даже еще возьму. Они стоили 19 с копейками. Это хорошая цена. Но я буду показывать не только из Билла, но и из всех магазинов, вот как я вытаскиваю. Взяла свой кефир, теперь уже любимый Василькова 1%, 900 грамм. Это я брала в Верном по 37 рублей с копейками. И первое мое знакомство как-то прошло с ним не очень, когда я только открыла бутылку. Мне почему-то показалось, что как-то не очень пахнет, но в итоге я этот кефир полюбила, и ничем он таким плохим не пахнет.
Также я это уже вбила, взяла лук. Ну, он стоит, как и везде, 29,90 за килограмм. Я взяла, ну, на 9,69. В общем, 2 луковицы, как всегда. Одну собаке, одну себе. На завтра я взяла огурец, даже на 2 дня мне хватит. Вбила по 69,90 за килограмм. У меня на 20 рублей 83 копейки. Вот такой огурец длинный. Еще вбила авокадо, 279 рублей за килограмм, у меня на 61,94. Тут авокадо, ну, еще должен полежать, но в целом такой, нормальный. В пятерочке какая-то напасть глобальная по поводу обезжиренного творога. Я говорила, что для меня самый вкусный обезжиренный творог — это в пятерочке красная цена. И, судя по всему, не только я так считаю, потому что разбирают его с огромной скоростью, 9%, он как лежал, так и лежит. Да и вообще в магазине я заметила, очень плохо с обезжиренными продуктами стало. Я не знаю, с чем это связано. Причем там видно, что лежит и то, и другое, но обезжиренные разбирают. У нас в районе огромное количество пятерочек. Я несколько дней подряд не могу поймать. Поэтому сегодня я взяла Верном. Но если в пятерочке как бы в принципе заявлено обезжиренный, то здесь обезжиренный 1,8. И тут как бы по калориям, по всему прочему, он как бы чуть-чуть пожирнее, чем тот. Ну как бы показатели. Но по вкусу тоже творог очень вкусный, хороший, качественный. У меня как бы к нему нет претензий никаких. И ценник у них одинаковый, в общем-то. Ну, взяла. Просто, конечно, я стараюсь брать прям максимально все обезжиренное. В пятерочке еще я приобрела туалетную бумагу, 2 упаковки. Она мне нравится. Правда, она, знаете, попадается... Бывает более хорошего качества, бывает менее хорошего, ну, нормально. Вбила, я еще увидела хорошую акцию на их салфетки влажные, хозяйственные. Здесь 72 штуки, правда, вот на упаковке я так и не нашла, сколько штук, а на ценнике было написано 72. Но вот здесь я правда не вижу, где указано 72 штуки. Не, ну так не может быть, где-то должно все-таки быть написано. Но суть в том, что в Ашане универсальные салфетки стоят уже сейчас, вот марки каждый день, 80 штук, почти 50 рублей. А вот эти я по акции, ну они тоже, в общем-то, без акции стоят 49 рублей, по-моему, с копейками. А я по акции за 29 с копейками взяла. Поэтому я сразу взяла 2 штуки. Ну, раньше они у меня как-то очень часто шли. А сейчас, я не знаю, как-то я меньше стала их использовать. Тем более, что я недавно взяла в Ашане 1 упаковку, поэтому здесь я взяла 2. Но пусть будут. Все равно, как бы, знаете, на всю жизнь не запасешься. Но хотя бы 2 по такой выгодной цене. Я еще была в Fix Price и взяла с собой воды попить, но так и не попила. Пусть будет, возьму куда-нибудь. Что еще здесь? В Fix Price я брала хлебцы, как всегда, доктор Кернер по 27,50. Вода менее 20 рублей стоила, ну, 10, может, 12, не помню. Люблю эти хлебцы, и утром на бутерброд у меня идут. Вбила, взяла себе на завтра яблоко с кашей и с чаем. Будет мне. Также на завтра взяла себе помидор, вбила. Яблоко — это слава победителям. Значит, 69,90 у меня на 10 рублей 21 копейку. И помидор 179,90 у меня на 21,59. Что еще? Пятерочки. Брала себе геркулес хлопья. Ну, они у меня всегда уходят. Потом еще я в Верном взяла, сейчас покажу, что. В Верном я взяла себе фасоль.
Она была по 20 чем-то рублей. А белая, натуральная и красная. Ну, я посмотрела. Здесь по 360 грамм. Фасоли не менее 198 грамм. Фасоль натуральная, белая, гепар. По ГОСТу все сделано. Белков здесь 6,1, жиров 0, углеводов 14,9 и калорий 84. Вот, на 100 грамм продукта. То есть это низкокалорийно. Ну, правда, честно сказать, я сейчас вообще ничего стараюсь не есть такого консервированного. Но это мне сейчас уже пришло в голову, что все-таки я взяла. Но с другой стороны, здесь в составе фасоль, вода и соль. Соль я не ем, потому что соли суточной нормы достаточно в огурцах и особенно в помидорах, поэтому мне этого хватает. Но с другой стороны, я не собираюсь съедать целую банку фасоли, я хочу в салат добавлять, допустим, ну, буквально чисто символически, может быть, максимум столовую ложку фасоли такой и такой, или может по половинке. Просто для разнообразия. То есть мне этих 2 банок хватит не на один день. Поэтому ничего страшного в этом нет. Ну и в принципе все, потому что кабачки у меня есть, морковка есть. Больше мне ничего особо там не требовалось. В принципе, вбила много разных акций, особенно если вот вы не следите так уж, чтобы за правильным питанием, то там огромное количество акций. Ну вот я выбрала для себя наиболее предпочтительные. И да, действительно, может быть, завтра я все-таки за отрубями еще вернусь, потому что это сейчас самая выгодная на них цена. Ну и посмотрю, сейчас поменяю губку, помою посуду. Если мне они как-то реально зайдут, то, может быть, все-таки еще упаковочку. Может быть, нет, не знаю, может быть, мне этого хватит, потому что у меня в запасе есть. Может быть, не буду брать. Но вот отруби я возьму и, скорее всего, может, хотя бы еще 1-2 упаковки приобрету салфеток. Пусть, в конце концов, лежат, они хорошо запечатаны, с ними ничего не будет, а они нужны. Наболтала по итогу я на 12 минут, уже почти на 13. И, наверное, я тогда буду это видео завершать, такой покупочный влог. Выложу и, может быть, просто, не знаю, завтра к вечеру еще что-нибудь выложу, посмотрим. Может быть, видео про уборку или еще как-то. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи, всем пока-пока.